Японский лайнер Асамамару. Это океанский лайнер, принадлежащий компании Nippon Yusen Keisha. Был построен в 1927-1929 годах компанией Mitsubishi Shipbuilding and Engineering и назван в честь синтоистского храма. Его длина 178, а ширина 22 метра. Имел 4 дизеля Mitsubishi Salza. Пассажировместимость составляла 222 пассажира для первого класса, 96 пассажиров для второго класса. И также было 504 места для пассажиров третьего класса. Экипаж судна состоял из 330 человек. Асамамару был спущен 1928 года и покинул Иокогаму 11 октября 1929 года в свой первый рейс в Калифорнию. Асамамара и его родственные лайнеры Тацата Мара и Чичиба Мара были построены для главного высокоскоростного трансокеанского рейса. В августе 1932 года он перевез Олимпийскую сборную Японии в Лос-Анджелес на летние Олимпийские игры. Катастрофа обрушилась на Асамамару во время Великого Гонконгского тайфуна 1937 года. Ночью 2 сентября, когда он стоял на якоре в заливе Коулун в Гонконге, сильный ветер сорвал с его причалом и отбросил в залив Чайван, где он сел на мель. Был снят с мели через 12 дней. Во время рейса из Сан-Франциско 6 января 1940 года в Асамамару он был перехвачен легким крейсером Королевского флота ГМС «Ливерпуль». Вооруженная абордажная группа сняла с корабля 21 пассажира, которые были способны служить в армии, которых забрали в качестве военнопленных, и заявив при этом, что они были немецкими военнослужащими. Несмотря на всплеск антибританских настроений в Японии, премьер-министр Мицумаса Йонэй занял более примирительную выборку. В будущем англичане согласились вернуть часть задержанных пассажиров. 4 февраля 1941 года он доставил польских еврейских беженцев из Иокогамы в Соединенные Штаты. Аналогичный рейс произошел 20 апреля этого года. 29 июня 1941 года он был зафрахтован для эвакуации граждан Германии 666 человек, задержанных в Нидерландской Ост-Индии после вторжения оси в Нидерланды. 18 июля 1941 года Асамамару отплыл из Иокогамы с 98 пассажирами, 47 из которых были американцами японского происхождения, которые родились в Соединенных Штатах. 26 июля президент Франклин Рузвельт подписал указ об аресте японских активистов в Соединенных Штатах в отместку за японское вторжение во французский Индокитай. В тот вечер экипаж лайнера покрасил трубы в черный цвет и закрасил японские флаги на корпусе и палубе. 27 июля было размещено уведомление о том, что лайнеру приказано вернуться в Японию, однако через 36 часов было размещено еще одно уведомление о том, что корабль возобновит свой первоначальный курс, и 31 июля он пришвартовался в Гонолулу. Он отплыл из Гонолулу в Сан-Франциско 1 августа, однако 4 августа он снова был отозван в Японию и вернулся в Иокогаму. 30 августа того же года перевез 350 польских беженцев, прибывших в Японию через Сибирь, где их приняло гетто. Далее лайнер был завербован в качестве авианосца ВМС. С тех пор, как 8 декабря началась Тихоокеанская война между Японией, США и другими, он активно использовался в качестве транспортного корабля, в основном в Юго-Восточной Азии, которая находилась под японской оккупацией. В начале 1942 года совершил несколько рейсов в Японию, Филиппины и Борнео. Позже был временно назначен судном для дипломатического обмена и использовался для репатриации довоенных дипломатических сотрудников Японии и союзных стран. Покинул Иокогаму 25 июня с послом США Джозефом Грю,
и 430 другими американскими дипломатами, а также с сотрудниками посольства Испании в Японии. Прибыв в Гонконг 29 июня, он принял на борт еще 377 американцев, канадцев и других граждан, которые в течение 44 месяцев содержались в лагере. Принял 114 репатриантов 3 июля в Сайгоне и еще больше в Сингапуре 6 июля, так что когда 22 июля он достиг Лоренцо-Маркиша в португальской Восточной Африке, на нем было 789 гражданских лиц. Их обменяли на 1500 японских и сиамских дипломатов, бизнесменов и журналистов. Лайнер вернулся в Иокогаму 20 августа и 5 сентября снова был реквизирован императорским флотом Японии. Осама Мару снова служил военным кораблем и транспортом, доставляя людей и припасы из Японии в различные точки Юго-Восточной Азии. В феврале 1943 года оснастили гидрофоном и стойкой для 16 глубинных бомб. Он чудом избежал 4 торпед, выпущенных по нему у побережья Такаа, но был вовремя предупрежден оператором гидрофона и смог уклониться. 23 февраля 1944 года он был слегка поврежден в результате атаки подводной лодкой «Грейбек» в Южно-Китайском море в 20 милях к востоку от Тайваня. В октябре 1944 был одним из кораблей крупного конвоя, перевозившего части первой дивизии японской императорской армии из Китая на Филиппины. Несмотря на постоянные атаки американских подводных лодок и самолетов, более 12 тысяч человек были успешно отправлены для усиления японского гарнизона на Лусоне перед высадкой американцев. 1 ноября конвой был атакован авианосцем Атуля в Южно-Китайском море в 160 километрах к югу от острова Пратас. Осама Мару дважды торпедировался по правому борту, поражая как основное, так и вспомогательное машинное отделение. Через несколько минут еще 2 торпеды в правом борту взорвались, затопив 3 и 4 трюмы. Осама Мару затонул менее чем через 10 минут, погибло 453 человека.